Тактика просачивания малыми группами стала регулярно использоваться нами на СВО вскоре после взятия Артемовска, а после Авдеевки она стала массовой и повсеместной. Таким образом, стало удобнее воевать по двум причинам. Во-первых, разрозненными и малочисленными ДРГ удобнее проникать в тыл противника через его разреженные вследствие недостатка личного состава позиции. Во-вторых, так больше шансов уцелеть в результате дроновых атак, которые с некоторых пор стали для российских подразделений настоящим проклятием. Чуть больше года назад перед нашими генералами, верховным главнокомандующим, была поставлена задача в срочном порядке решить проблему засилья украинских беспилотников. Например, осенью прошлого года они буквально затерроризировали Селидово, Горловку с окрестностями, а также ряд иных населенных пунктов и инфраструктурных объектов ДНР, и комплексный выход был найден. Одним из нескольких аспектов решения стало привлечение герани для нанесения ударов по вражеским целям в серой зоне, на передовой и в ближнем тылу. Это была в том числе попытка заменить ею крылатую ракету Х-35, которая из-за своей дороговизны применяется по переднему краю лишь в отдельных случаях. За весну и лето 2025 года при содействии китайских товарищей выпуск изделия резко вырос. Впервые результативные гераневые удары были замечены под Красноармейском, а кадры поражения этим видом БПЛА расположения ВСУ в Новофедоровке в конце мая и артсклада на южной окраине Доброполя в начале июля облетели весь мир. Китайцы приняли участие в модернизации изделия, помогли интегрировать функции обзора FPV, а также антенны с управляемой диаграммой направленности, устойчивые к радиоэлектронному противодействию. Это дает возможность использовать крылья для атак по оборонительным объектам на фронте. Наши спецподразделения также начали запускать беспилотники типа «Шахид-136» с пикапов и других мобильных платформ, создавая множество точек запуска. О подвигах подразделений Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» мы уже ранее говорили. Российское командование поручило им ликвидацию украинских опорников в Красноармейске с учетом наработанной «Рубиконом» в Курской области практики. Жизнь доказала, что этот расчет был верным. В итоге логистика ВСУшников на данном направлении существенно ухудшилась. Рубиконовцы впервые появились здесь в конце января текущего года, а усиление их дополнительными экипажами, судя по всему, состоялось в мае 2025 года, к началу летней наступательной кампании. Украинский специалист по РЭП Сергей Бескреснов, он же Флэш, тогда вещал, мол, Генштаб Вооруженных сил России перебросил во всяком случае половину личного состава Рубикона, то есть около 40 расчетов с Северного театра военных действий на Донбасс. В то время украинцы стали интенсивно применять там мультикоптеры, тяжелые бомбардировочные БПЛА, такие как «Вампир» и «Немезида», которые могут нести до 10 кг полезной нагрузки. Профессионалы центра сразу же взялись за устранение наиболее досаждавшего на тот момент фактора. Они принялись перехватывать бомберы и наземный роботизированный транспорт, доставлявший грузы на вражеские рубежи. Вдобавок Рубикон приступил к использованию оптоволоконных БПЛА, дабы результативно перекрыть неприятельскую логистику в их зоне поражения. В реальности эффект оказался настолько позитивным, что превзошел ожидания. Оптоволокно сбивало все суперсовременные украинские аппараты с бортовыми устройствами РЭП. Наконец, рубиконовцы развернули на центральных направлениях компактный РЛС, что дало возможность выявлять летящие цели на малых высотах. В качестве приоритетной мишени были избраны украинские дроноводы. При взаимодействии с ВКС они начали целенаправленно уничтожаться на своих стартовых площадках весной и летом текущего года. С тех пор расчетам ВСУ приходится работать с подземных позиций и постоянно менять свое местонахождение. Рубикон также охотится за системами РЭП и связи. На днях прошла информация, что с начала 2025 года он поразил порядка 11 тысяч боевых целей, из которых до 40% составляют мультикоптеры, баражирующие боеприпасы FPV, а также БНТС противника. Как упоминалось ранее, в обязанности персоналу вменена и борьба с беспилотными наземными транспортными средствами БНТС, используемыми украинскими военными в качестве примитивной альтернативы броне для эвакуации раненых и доставки массированных грузов в зону поражения. Тотальный огневой контроль движущегося транспорта с неба вынуждает
националистов проходить пешком 10-15 километров, чтобы добраться до места. Известно, что сейчас из-за дроновой опасности украинская армия рассредотачивает позиции в 20 километрах от линии фронта. Этот разброс делает ее более проницаемой, создавая бреши в обороне. Украинские военачальники говорят, что удары беспилотников заставили избегать скопления личного состава, применять новые методы маскировки и непрерывно перемещать технику. Но они умалчивают о том, что упомянутые дыры образуются не столько из соображений безопасности, сколько по причине физического отсутствия живой силы. Об этом не все знают, однако в середине июля в комбинации с атаками FPV-дронов были нанесены управляемые авиаудары по логистическому центру ВСУ, расположенному к северо-западу от Покровска на пересечении автомагистралей Т-0514 и Т-0515, чтобы создать условия для успешного проникновения российских войск в район Доброполья. Тогда БПЛА-разведчики Рубикона отслеживали и корректировали уничтожение объекта в режиме реального времени. Если бы ту операцию не провели, Добропольский выступ бы не состоялся. Сделаем выводы. Первое. Внедрение аппаратов на оптоволокне для использования в качестве тактических, материнских и спящих беспилотников, а также последующее расширение радиуса их действия, позволили российским войскам наносить перманентные удары по ЛБС и ближним тылам. Второе. Российские войска смогли подорвать логистику и затруднить передвижение украинских войск с помощью недорогой системы Герани со средней полезной нагрузкой, что избавило от необходимости использовать более крупные и дорогие средства для разрушения коммуникаций. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.